Помните, вы уникальны, как и все вокруг вас. Маргарет Мид. Приветствую всех на нашем канале, дорогие друзья. Сегодня у нас коллекционная карточная игра Фаерия. Сегодня мы с вами будем смотреть и наблюдать за моей колодой. Я считаю ее очень специфической. Такую колоду я никогда ни у кого не видел. Это, скажем так, моя идея этой колоды. Она интересная, не сказать, что она какая-то супер стабильно рабочая, то есть, что с ней можно зайти в Готранг и выиграть легко всех сразу, нет, но она интересная и заслуживает внимания вашего. И со мной будет Макс в качестве также зрителя-наблюдателя и советчика. Ну, а первый соперник уже найден, и мы начинаем игру. Что ж, приветствую, дорогие зрители. Понаблюдаем за тем, что приготовил для нас Артем. Эта колода требует выкрутки в начале руки максимально, чтобы достать конкретную карту, а именно это, кстати, даже не помню, как она называется, 4-4, 4-4 со способностью те существа, которые призываются рядом с ним, получают полет и рывок 2. Не помнишь, как эта карта называется? Так. Блин, как эта карта называется? Ведущий сквозь Да, туман, вот. точно он. Вот. Это как бы карта, которую хочется достать как можно раньше в этой колоде. Здесь мы можем играть сразу карася. В этой колоде используется лес исключительно для одной карты. Это для стаи карасей, потому что... ну, в принципе, здесь эта карта лежит для спама. Здесь будет попытка заспамить стол. Это как бы не основная идея колоды, но здесь реально выставить 6 не скатов, а карасей. Так, и теперь мы можем поставить, наверное, еще один песок. Да. Еще один песок. Здесь очень специфически тоже расставляются земли. Я такого редко когда увидишь. Они стоят как бы по линии раша, по центральной, но это не раш. От слова совсем нет. Здесь так земли стоят для контроля стола. Сейчас разыгрываю улыбку Ионы, по идее достаю ведущего сквозь тумана, совершенно верно, и пока, наверное, его не выставляю. Почему не выставляю? Ну, потому что пока незачем, пускай противник не знает, что у нас тут лежит. Выставлять я буду сейчас его сразу вместе с лягушками. Я поставлю на две стороны лягушки, и, собственно, ими разбегусь по дабл-коллектам. То есть я за ход получу 4 колодца. Что, как по мне, очень резкий, хороший скачок-рывок. Как сильно ты оцениваешь эту колоду? Ну так, по 10-бальной шкале. По 10-бальной шкале, ну, смотря о чем идет сейчас речь. Если же идет речь о том, насколько она играбельно рабочая и подходит для продвижения в ранге, то она, ну, не сильно, как по мне, подходит. Противник делает очень плохую вещь, у меня не стоят все нужные мне земли, и это прям катастрофически плохо. У меня даже нет еще одной воды. Это ужасно. Ну что ж. Это ужасно. Мне нужна одна вода хотя бы. Потому что так я даже стол не смогу заспамить. Была бы у меня одна вода, я бы сыграл... Я и лягушение сыграть не могу. Ладно, здесь вообще-то все выглядит так, что нужно сдаться. Я не знаю, что тут еще можно сделать. Ты прям так сильно спешишь? Ну, у меня нету двух воды. Двух вод нет. Ну, а что я тут могу сделать?
М? Ну давай, но мы его все равно не зарашим, не затанчим. А я не поставил, а лягушить их тоже не могу. Ну, но нет, тут не вариант. Хотя заходило все, признаюсь честно, очень даже неплохо. У меня было два карася, у меня был ведущий сквозь туман, у меня был, ну, синие карты, там они составляют основную массу. Так что заход был хороший. Но Ну, я думаю, мы не будем судить колоду по одной игре. Давай еще одну. ну, понятное дело, что мы продолжаем эту игру. Ну и противника тоже стоит заметить, что был заход превосходный. Он разыграл, по-моему, на шестой ход свой, или даже на пятый, Тарума, и сразу же пищей для леса его скушал. Так, тебе уже нашелся новый противник. Да, и заход, честно говоря, тоже привлекательный. Я, наверное, тут можно, в принципе, и оставить боевых и жаб, но я их все-таки заменю. Улыбка Ионы с почти, ну не со стопроцентной получается, а там около 50% достает ведущего сквозь тумана, потому что из существ с полетом тут находятся только караси и только, собственно, сами ведущие сквозь туман. Все остальные полет не имеют. То есть 6 В карт, такой колоде сколько у тебя улыбок? 3. Просто Я потому что, бы да, сказал, можно, что тут две вполне хватает. ну, обычно просто 2 в руку не залазят сразу. 2 хватает, но если же я не играю в самом начале, не стартую с того, что ставлю ведущего сквозь туман, я не могу продолжить игру. То есть, как бы здесь суть в том, если, ну, вернее, если же я буду играть без ведущего сквозь тумана, то мне это будет очень нерационально, нужно будет расставлять земли. А так я выставляю нужные раз, два, три, четыре, пять земель в центре и контролирую абсолютно весь стол. Понимаешь? Поэтому как бы я не могу так, как ты говоришь, делать. Но надеюсь, что эта колода проявит себя в интересном свете, и вам будет интересно посмотреть на то, что можно самому создать в фаерии чисто на свое усмотрение, на свой вкус, на свое видение. Так, ну тут улыбка в любом случае хорошо заходит. Да, Но я так вижу, тебе еще целая куча земель нужна. но это ничего страшного. Я же тебе говорю, я заход буквально могу сделать дабл коллект потом, ну, то есть 2 дабл коллекта. Конечно, проблемка небольшая, что мы играем против красных, но, то есть, он может чистить стол. Да. Пока он отлично с этим справляется. Достанем одну улыбку, может там будет карась. А, еще и Иона, да, то есть 7 существ летающих. Но на самом деле ставить тут Иону я даже не знаю. Она явно сразу же помрет. Почему ты не сыграл? А, Ты же мог поставить ведущего сквозь туман и Иону сразу на дабл коллект отправить. я тебе говорю, потому что Иона сейчас умрет, а ставить ведущего сквозь туман на пустой стол тоже опасно. Сейчас прилетит еще один Аскан, хотя если сейчас прилетит еще один Аскаплан, я умираю. Но зачем? Он этот ход ничего не делал бы.
Да, конечно, здесь сейчас очень хорошо себя показывает Бурн. И мои лягушки отлично это поддерживают. Я думаю, сейчас они почувствуют на себе, что такое бурн. Да, но я ничего, к сожалению, с этим сделать не могу. Судя по тому, как противник построил землю, у него именно чистый бурн. В атаку Да. идти он точно не собирается, он собирается тебя просто добить. Ну, слушай, ему остается достать все на все два всплеска. Так-то. А мне, слушай, даже ответить ему на это все нечем, потому что, ну, я могу как бы снова-таки поставить этих карасей, но это будет грустно. Но жабка и стоит убивать 2-2, хотя бы потому, что он собирает ману. Да. Интересно, сколько ходов я еще живу? Ага, и это мне как бы подходить к его 5-2 тоже, да, опасно. И что же мне делать в таком случае? Что же мне делать? Я вообще не знаю, как ты собрался ему летал наносить. Учитывая, что там 5-2 с насмешкой стоит, он может просто идти к тебе, а ты будешь от него убегать. Ну, получается так. Но у меня есть олягушение здесь. Конечно, олягушение на 5-2 это грустно звучит, но если что-то как бы не поможет, то почему нет? Но я здесь реально могу заспамить стол, если я успею, потому что напомню, что ему просто нужно достать, скорее всего, даже второй всплеск. Почему-то не подсказывает А для что-то. кого тебе копирование нужно? Копирование для карасей как вариант, а как второй вариант, это если же он убивает. Ага, скорее всего, все. Игра завершена. Нет? Нет, А значит там не есть тут всплеск. какое-то действительно сильное существо? Ну, Авророй можно сделать кого угодно сильным, а так. Нет, я имею в виду, чтобы, например, сыграть Фугора через медальон и всех превратить в кого-то. Ну, как вариант, снова-таки стая карасей, но нет, так не делаем. Так, что я здесь могу поставить? К сожалению, ничего особо хорошего. Так, олягушить. Ну, можно, наверное, лучше будет сделать просто Авророй 6-6 и убить его. А, нет, зачем? Я ж могу просто поставить вольер. Да. Один огнеплойчик и как бы конец игры. Как бы это прискорбно не звучало. Я не сомневаюсь на самом деле в этом, но мы играем до конца. Ну, скажем так, это был откровенно неудачный матчап. Игра всегда устроена таким балансом, что некоторые колоды сильнее других. И конкретно в данном случае Бурн был определенно сильным против твоей. Ну да, вообще, как бы я не хочу тут снова-таки защищать как-то эту колоду тем, что вот не повезло с колодой соперника, но если так по факту смотреть, у меня лягушки, караси, это все с 2 единицами здоровья, что не так много, для бурна очень комфортная пища. И ну и, конечно, там противнику хорошо было разыграть 9 единиц урона мне в лицо при помощи адского пламени.
Ну, даже так, если бы у тебя был целый стол, он бы все равно большинство твоих существ бы снял, и все. Да, то есть здесь самое сильное существо это, наверное, будет при помощи Авроры 6.6, а все остальное это лягушки 2.2, караси 3.2, и, ну, там тритоны 4.4 и мифические звери 5.4, если их грамотно разыгрывать. Ну, и ведущий искусство маны 4.4. То есть игра идет на существах среднего и слабого класса по силе. Но с учетом того, что они все имеют полет, они все имеют привлекательные характеристики при помощи вольеров. Начало я вижу благоприятно при помощи ведущего сквозь тумана, но я все равно все это меняю, потому что чем раньше мы найдем карася, тем как бы лучше. Я стараюсь всегда начать игру с леса, потому что дальше мне лес вообще не нужен. Он нужен только для того, чтобы разыграть карася. И чем ближе он будет стоять ко мне, то есть к... Не... Ага. Да ладно, у противника что ли раш? Да, интересная игра будет. Против Раша неудобно играть тем, что Раш ломает мне вот эти вот земли, которые я ставлю в центре. И как бы я не Ну могу и ты ему земли ломаешь, потому что стоишь в центре. Ну, видишь, как бы... Но дело в том, что когда я занимаю ту центральную Там же позицию... песочек слева, я думаю, и улыбка Ионы. Или Иону саму разыгрывать. Я считаю Думаю, однозначно можно Иону. саму Иону Да. и улыбку. Ну, улыбку, а зачем? Не, ну, карася, да, можно достать карася. Пускай будет так. Просто я повторюсь, как бы, в чем суть этой колоды, в том, что когда я занимаю вот эти там 6 клеток или 4, как смотреть, то я получаю прям абсолютный контроль на площадке, Как ты потому что смотришь на то, чтобы закрыть его землями максимально, построить там две пустых, для меня это будет на самом деле удобно. и уже сейчас ты можешь поставить ведущего сквозь туман? Почему нет? Могу. Как бы жду теперь Конечно, у лягушек. противника 15 маны, и тут можно придумать все, что угодно. Скорее всего, у него есть... Ах ты, у него биомант. Интересно, что он ищет? Явно что-то ищет. Эта колода на чем-то таком будет. Отличный мистический зверь заходит в то время, когда у тебя есть возможность сыграть его. Хорошо. Ладно, Причем ты закрываем так можешь сыграть закрываем. мистического зверя и возле колодца мог бы. Не мог, у меня не хватает земель. А, ну да, еще надо одну воду поставить. И от колодца сыграть, и с помощью ведущего сквозь туман сразу дать ему полет. Так. И рывок. Пока не вижу смысла вольера. Не, ну пока да. А вот когда мистического поставишь, тогда уже смысл появится. Ух ты, Магнус. Два Магнуса. Вау. Прискорбно, Так, прискорбно. Нужно активно строить водичку. ну пока ты можешь это сделать с Так помощью, ну, что поставить мистического зверя. мистического зверя, ну да, да. Что ты делаешь? Ставлю мистического зверя. А почему ты не разыграл его от колодца? Я разыграл его от колодца. А, он так работает? Он только так и Я, работает. я думал, он именно должен от колодца разыгрываться. Ну, неправильно ты думал, потому что он разыгрывается как раз таки, когда он встает на ту землю. То Может, есть, сейчас имело бы смысл поставить золотой вольер?
Не имела бы. Ну, как бы... Все равно не имела бы. У него отхила не будет, а я его так забираю. А он как раз таки этого не знает, что я его забираю при помощи карася. А второго уже можно будет и лягушатить, наверное. Один ведущий сквозь тумана помер. Но у нас есть еще два, и в принципе пока это того стоило. Ты... Ну, сейчас тебе вода придет. Ну, кстати, да, на лягушение человек прекрасно старается мне. Я могу даже не строить сейчас воду, а построить как раз таки именно песок. Недостающий песок. Да. Пускай он думает, что у него все хорошо. Так, это раз. Ионы мы, наверное, все-таки будем дальше коллектить. И поставим песок. Ну, будем отыгрывать. Что ж, нет туда. Хотя можно поставить песок на самом деле сюда. Мне нравится, когда рядом с моим песком есть две воды. Тогда я могу двоих жабок пускать в разные стороны. Даже не знаю, не А знаю. не заберет ли он твой песок на следующий ход? Нет, я же лягушачу. Байеру? Ну и Байера, и я всех могу лягушатить. Ах, ну да, ты же у нас Короче, магнат лягушек. Да, сейчас только не справится. Ага, он все равно, как куда бы я ни пошел, но он достанет. А кстати говоря, можно на А самом деле если ставить ты карасей. запрыгнешь 5-5 аж между колодцами прям, Он все равно достанет. туда У он него не штурм. достанет. А, ну да, туда он, кстати, не достанет. У него ж нет полета. И у него земли там не Да, построены. да, да. Отлично. Ну тогда так сейчас и оставим. Ждем следующего хода, а там за лягушение сделают свои дела. Две воды я очень на самом деле благодарен нашему сопернику. Он думает, что он делает мне зло, но делает зло он себе на самом деле. Я думаю, он сейчас еще раз скопирует. Да нет. Нет, вряд ли. Хотя... Ну, пока тебе очень повезло, что у вас Магнусы так легко с этим всем получилось разрулить. Да, соперник ставит... Грустно, что я не могу сразу же разыграть и второго ведущего сквозь туман. Но это ты уже много хочешь. Но было бы неплохо, объективно говоря. Что ж, а лягушение играют так, как и должны играть. Но тебе желательно вторую жабу тоже убивать для того, чтобы сохранить здание. Но... Какой... ну это... Да, но я... Или оно того не стоит? Может, Нет, оно здание стоит? вообще-то того стоит. А просто вопрос, как я не хочу, честно говоря, разбиваться ионой, но, наверное, все-таки это будет лучший вариант. Ну, я бы, наверное, ставил еще одну воду и играл мистического зверя. Нет, я бы сыграл... Да нет, мистический зверь вообще-то ждет ведущего сквозь туман, а я могу поставить карасей просто. Притом, наверное... Куда? Наверное, пойду туда, в те его 7 воды. В ту сторону буду развиваться. Тут может быть кит вполне. Ведущий... Ой, похититель Вполне снов, может да, быть, он вполне называется. может быть. Ну, Фугора, ну, да, ну, я не Ну, иду. жаб вы сыграл, не? Нет, я жду этого, ведущего сквозь туман. Это намного увеличивает мобильность моей колоды, когда я разыгрываю так существ конкретно. И это намного увеличивает как бы их статы, потому что у меня есть 3 вольера, каждый из которых даст по 3 единицы атаки. Ну, сейчас это пока только 1 единица, но пока, до поры до Ну, времени. конкретно здесь колода показывает себя очень даже неплохо. Я тебе даже больше скажу, это... А это вполне он типа нормально. резервуаром сам твое лицо защищал только? Нет, резервуар, я думаю, поставил, думает, что... Наверное, он думает, что я пойду в атаку, а я в атаку не... Ага. Наверное, он хочет сдаться. Ну, ты так легко его Байеру и Магнусов двух разыграл. Что ты скажешь, Артем? А что я могу сказать? На это уже была третья игра? Вторая? Или Вторая? третья? А, это была третья?
Я уже нашел четвертую игру, я прошу прощения. Хорошо, играем четвертую. Я что-то был уверен, что это вторая. Ну ладно, раз Просто так. у тебя первые две достаточно. Да и третья, он быстро сдался. Да. Поэтому... Раш не Раш, а показывает статистику как Раш по времени игры. Нет, ну это совсем не Раш. Я не подхожу землями к богу. На самом деле я видел подобные колоды, может быть, ну не прям в таком исполнении, без карасей, но с ведущим сквозь туман, да. Ведущий сквозь туман и синие карты? Не, желтый. А, ну так это... Тут желтых как раз таки нет. Тут желтый только ведущий сквозь туман и караси, если так их можно называть. Все остальное здесь только синий. Здесь в том-то и суть, что у меня прыжок и с полетом выходит. И с рывком. Да. Начало, конечно, спорное, но что поделать, что поделать. Можно с лягушек начать. Да я не буду ставить землю там у колодца, мне это ни к чему. Пока я расставлю нужные мне земли, у меня явно придет что-то, что нужно. Ну, как бы, очень часто так получается, что заходит, потому что мне нужна или улыбка, или один из трех этих 6 карт. Это, в принципе, достаточно, чтобы... Но под улыбку ты бы желтые ставил. Так я желтые ставлю. Я всегда начинаю с леса, потому что эта земля у моего бога, она мне не нужна вообще. Я с ним никогда не буду ничего играть. А так это просто, чтобы продвинуться ближе к нужным мне землям, к центру, и разыграть то, что я хочу потом. Вот. А какая средняя стоимость колоды? Получается, ты же вообще-то дороговато по центру ходить такой колодой. Так я ж собираю с 2 дабл коллекты, когда ставлю боевых жаб там или что-то в таком духе. Средняя стоимость, если не ошибаюсь, 3... Ух ты, Так. блин. 7 урона в лицо ты Это уже случайно не тот же получил? самый чел? Я не помню, я не обращал внимания на дневник. Я тоже не обращал внимания, но что-то мне подсказывает, ну хотя надо играть по другой тактике, но что-то мне все равно подсказывает, что у противника будет что-то похожее, как было тогда. Да. Но пока все выглядит так, что чтобы ты не поставил, все будет зачищено. Да. Ну, он так по той дорожке так аккуратно идет. Меня это немножко... Нет, это, скорее всего, не та колода, потому что тогда не было ничего связанным с Игнусом, а тут есть. Как бы прямо, скорее всего, так оно и будет, что тут от Игнуса идет игра. Да, и не заходит мне то, что я хотел бы получить, к сожалению, но придется играть воина Тритона на голую, так сказать, доску. Что поделать, что поделать. Скорее всего, он будет, к сожалению, зачищен. Но... Всплески, сайферы, огнеплюи. Вполне вероятно, сейчас мы с этим столкнемся. А еще мне, кстати, кажется, здесь будет кузнец, архикузнец, который, не помню его имя, который дает молот. Почему-то мне подсказывает, что у этой колоды именно такое настроение. Мы получаем еще 5 единиц урона в лицо, что мне не нравится. И получаем двух же скатов, правильно? Да, двух. И можем, кстати, будем дровнуть карту, потому что мне совсем не нравится мой пустой стол. Ну, карту стоило брать сначала. Ну да. Ну, сейчас бы она, походу, все равно не сыграла. Но на следующий ход, во-первых, у меня уже будет, скорее всего, 4 ската. Хотелось бы одного из них скопировать, чтобы противник познал всю мощь скатов. Ладно, пока не буду играть улыбку. Все равно я и разыгрываю. Только это не скаты, это караси. Да, караси. Это у меня включилась память старая на то, когда это все еще были скаты. Нет, это были яки, подожди, да? Это были яки, да. А чего я тогда вообще все придумал, что это будут скаты? Не знаю, ты любишь себе придумывать иллюзии. Разгром у него есть, интересно.
Ну, специфическая, кстати, у противника колода, я такое не часто вижу. Монокрасная. И на таких картах. Там, может быть, еще метеорит, кстати говоря. Мои земли очень хорошо стоят под это все. Так, хочу. Наверное, стоит... ну да, сейчас у меня все равно нет. Ну да, твои земли уничтожить, ты бы еще 2 построил, вообще бы идеально было. Вообще-то тут еще должно быть 2 синие, но я сейчас, скорее всего, закрою свое лицо, потому что мне не нравится только... Да-да, именно так, как раз туда метеорит хорошо ложится. У тебя одна пустая останется под колодцем, и все. Но у него нет маны на это, так что я пока спокоен. Я все равно не смогу разыграть улыбку Иона и Карася, поэтому Играй пока... жаб. Да я хочу сейчас заспамить стол, ну если же выживу, конечно, этот ход. Но пока еще вроде как выживаю. Он не снесет 8 мне единиц урона в лицо с тем, что расчетом, Зато что... он с легкостью снесет 4 единицы на столе. Увидим, увидим. Мне кажется, там будет сейчас существо. Ну, или разгром. Хочется получить еще сейчас сотворение и все-таки разыграть Яков по... Ну, пойти по... И начать игру по линии Якова, а не по линии того, что я раскидаю всех своих существ по полю. Да-да, он хочет сбить существо, точно. Разгром. А сколько стоит разгром? Ну, 7? 6. Ну, он мог это сделать. Чего он думает? Будет хорошо, если сейчас зайдет Аврора, я уничтожу 3-3 и потом его превращу в 6-6, потому что я чуть-чуть, честно говоря, боюсь гнева Сайфера. я думаю, он на это и рассчитывает. На гнев Сайфера. Да. Но давать ему тоже колесо еще раз, я как бы тоже не хочу. Наверное, я сейчас... Ну, в любом случае, я сейчас разыгрывать буду карасей, а там уже не так будет важно, сколько вот 4 в 4 остается здоровья. Я сейчас заспамлю все вокруг, чтобы он не стал на мою землю осквернением. И А как... он станет. А он станет все равно, я знаю. Потому что у него не будет. Да ладно. Ух ты. Ну, это на самом деле не очень классно. Но Так бывает... почему? Ты же можешь разыграть, ну, типа разбить 3-3 и разыграть еще одного, да и все. Да, могу, но как бы не в этом была идея. И еще одного и отправить его на коллект. Ладно, придется так и делать. Тогда я беру... играю сначала Иону и кидаю ее на коллект. Только на какой? Наверное, там, где все-таки его землю. А этого оставлю по центру. Ну, хотя... Нет, лучше оставить. Я сейчас буду играть синие земли. Вернее, синие существа. И буду хотеть, чтобы они разлетались от ведущего сквозь туман. А если он уничтожит 4-1, то это так и не получится отыграть от этого 4-1. Придется играть от 4-4. Ну, кстати, 8 единиц это не так уже и мало. Я, конечно, не знаю, что у него там по количеству всплесков в руке, не в руке, но... У 20 карт красных найдется 8 единиц урона. Ну, видишь, у него не стандартный бурн, это точно не тот, что был первый, 100%, как бы мы это видим. Он как-то странно, честно говоря, для меня играет. Я вот не знаю, наверное, Я бы на все-таки твоем месте 4-1 4-1. разбивал. Я тоже 4-1 разбил. Потому что он потом какую-нибудь бурю или еще что-то разыграет и все тебе зачистит. Да. И сейчас, наверное, кину я мистических... Ага, нет, не мистических. Лучше 2 жаб. Или мистического можно, в принципе, можно. Мистического вполне нормально. Причем ты можешь кинуть под колодец на вражескую землю, ну? Да, сюда, чтобы коллектор был хоть какой-то. И буду готовиться, наверное, как-нибудь на то, чтобы разыграть третьего карася. Он как бы у меня уже в руке, считайте. Боевых жаб, наверное, сначала, а потом карасей.
Блин, он ждет этого, метеорита. Я чувствую просто. Я чувствую это давление сверху. Блин, Ну, я не... забирай дабл коллект, играй боевых жаб. Так они сейчас все помрут. Можешь еще одного мистического сыграть. Да, я думаю, блин, а я не смогу. Мистического и боевых жаб нормально было бы. Подожди, нет, я сейчас сыграю. Зачем? Я сейчас сыграю карасей и боевых жаб. Для... И все это ляжет под одним груданом. Ну там Ну, точно будет метеорит, поэтому готовься к нему. думаешь, нужно построить землю? Да, наверное, поставлю, чтобы хоть что-то, хоть как-то от этого уйти. Блин, у меня просто реально тут земли стоят так ужасно, что ну, одним метеоритом он уничтожает всю мою игру. Ну ладно, распрыгаемся. Может отлететь в сторону? Это ему не поможет. Да ладно, отлетим. Брать ману или идти? Наверное, возьму ману, да. Я бы лучше стал так, чтобы атаковать ты смог, потому что так ты никогда не начнешь его бить. Ну ладно. Тут ты прав. Ой-ой-ой-ой-ой. Я чувствую. Чувствую этот взлет. Подожди, он же стоит 10 или 12? По-моему, 12. По-моему... Или 15, точно не Не, 10. точно не 15. Значит, 12. Значит 12. Не, ну, кстати, тоже, он сейчас потратит всю свою прям ману, а у меня останутся коллекторы, и мне просто быстренько по землям сейчас пройтись, и все будет хорошо, как бы. То есть это сейчас у меня благоприятная ситуация на столе. Я не боюсь того, что игра на этом может закончиться, как это было с Тарумом. Потому что там уже дальше не было вариантов. Так, у Вот тут него отлично заходит клетка. клетка заходит тут всегда в этой колоде отлично. Сейчас он поставил 5-4, которое, я не знаю, есть смысл лягушить, да, у нас все равно никуда девать. Так почему убей просто его, да и все. А, ну да, у меня же есть этот чел. Наверное, я сейчас буду играть улыбку Иона и доставать своих карасей. Лягушкой и 4-5 можно идти уже в лицо. Играть карася. Последний карась. Так, 4-5 идет в лицо, лягушка идет в лицо. Этого... Кстати, карасей можешь разыграть вообще на вражеских землях максимально, чтобы они не... чтобы ему Да-да. пришлось тоже что-то строить. Для того, чтобы что-то У меня выстроить. на это есть потенциал. И можно будет даже потом еще сюда сейчас влепить свою землю. И туда. А поставь две пустых, Да, чтобы да, он да. еще и землю не мог поставить. Все. Человек просто не в состоянии Заблокирован. будет сейчас что-либо делать. Абсолютно. Но 5 единиц, ведущим сквозь туман, нанеси еще. Ну да, тут Вообще уже класс. можно позволить себе это. Ну а так тут человек уже все просто полностью закрыт, у него невозможно поставить ни одного существа. Он, конечно, может разыграть Сайфер или же Метеорит, но это уже, мне кажется, его не спасет. Если он метеорит разыграет на твои земли, даже сыграть он все равно ничего не сможет. Да. Нет, но он может и сыграть так, чтобы построить землю. Да. Но тоже он избавится от 12, то есть у него не будет мана, получается, полностью. Да. Это красиво сейчас сыграно. Метеорит будет, я уверен. Я не уверен. Мне кажется, если бы он был, то он был бы на ход раньше. На 2. Тогда у него маны не было.
Да была у него, он стоит 12 мана у А, него. он со сквернением играл, да, существо. Разгром, ну, все. В принципе, тут уже ничего такого. Так, как это работает? Что он сделал? Ну он все равно, он сейчас не зачистит стол до конца. Но с За другой каждый раз как... стороны, он потратил А, все он маны. зачистил прям весь стол. Представляешь? Блин, я не скопировал этого. О, черт, это плохо. Сейчас бы один карасик просто. И он бы прям всю игру мне зарешал сейчас. Но такого не будет. Но зато у него нет маны, да. У меня есть ведущий сквозь туман. И на следующий ход я уже... Но на следующий ход у него и мана тоже будет, Не поэтому... так ее много там будет. А на следующий ход, если я чувствую все точно так же, как чувствовал до этого момента. Красивая игра, заспамить весь стол, занять все клетки противника, он так раз-раз и за один ход все расчистил. Ну, кстати, наверное, он рассчитывал, что там больше попадет мне в лицо, а в лицо попало из всех этих ударов всего-навсего одна единица, потому что у меня было 8, стало 7. А по моим существам разлетелась Иона одна, плюс 4 ската это 8, это уже 9. Он убил 4-4, это... Или он был 4-1, ты не помнишь? Нет, он был 4-4, наверное. Да, он был 4-4, это и 13. И он убил еще лягушку 2, то есть 15 единиц урона. И вольер 17. Ой, крох сейчас будет. Но у меня есть лягушение под него, так что я не боюсь такого. Да, крох что есть. Да, перепутал. А хватит ли тебя все? Да, хватит, это будешь через ход. Ну, тебе по-любому надо играть лягушек. Да, идти на дабл коррект. Так, чтобы он меня не достал. И ждать ману. Кстати, лягушкой через вольер ты обеспечиваешь забрать этого Так крока он сейчас маленького. поставил... А, ну маленький. Ты имеешь в виду, которого я... 3-3. А, так 3-3 сейчас исчезнет. Ну, а 2-12 тебе еще проще забрать. Да. Ну, теперь сотворение Авроры исчез... Не, кстати, можно Фугора посотворять, я не знаю. Как бы здесь я не вижу какой-то большой опасности от, что он сейчас убьет мой 4-4. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему каналу, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Нам будет приятно такую благодарность за наши старания. Да, но теперь давай обсудим, что лучше копировать или как вообще, как действовать, как считаешь? Что лучше копировать? Урну Габри, наверное, взять, да? А может ты кристаллического дракона просто разыграешь за 3 маны, да и все. 6-6. Ну, не знаю. Не, ну ладно, все-таки давай поддержим статистику кристаллического дракона в этом выборе. А то она у него, мы знаем, что очень скудная. И ты сейчас отлично ману... Не-не-не, ману бери, дракона сразу ставь. Зачем тебе? А, ну я могу тут ману взять, точно. Я просто хотел так, чтобы 5-4 умирала от удара с 3-5, но ладно.
Да, сотворение Авроры чуть-чуть зашли не вовремя. Хотелось бы, чтобы они зашли, когда на столе были карасики. Но ладно. Ну и благодаря Вольеру ты сейчас 7 урона наносишь драконом. Ну, если он не зачистит, конечно. Я думаю, он с драконом будет меняться. Так он его, как он его сделает? Ну, разве что через гнев. Ну, как тогда найдет? Это красный. Как нанести пару единиц урона, это им не проблема. Он тебе тут весь стол пару ходов назад зачистил. Ну, тогда да, у меня был стол полный, но существа там, к слову, были тоже не сильные. То есть там было у всех, по-моему, кроме 2 существ, по 2 единицы урона, здоровья. Хорошо, а теперь... Ну, все очень просто. Если дальше так остается, драконом улетаешь влево, а там ставишь золотой вольер, чтобы он 5-1 не бился. И 6 просто так тяжело разбить. Ага, у него-то уже нет круга, потому что тот был олягушон, а не убит, поэтому... Поэтому да. Поэтому это просто сборщик маны. Да, он явно этого не ожидал, потому что он стоит в недоумении, считает, что вообще делает это существо. Становись на его гору, по центру ставь золотой вольер. Я думаю, так. Да, и зачем я прыгну туда лягушкой просто? 2 тогда лягушками. Перед 5-2, чтобы тоже стояла лягушка. Да. Так, и могу сыграть золотой вольер. Бум. Красота. Ну там, конечно, это еще не гарантирует, что твой дракон выживает. Есть всякие гневы, естественно, могут быть. У него всего на все 5 единиц маны, ну, допустим, 6, да, скажешь сам, но... Но 2 гнева ему достаточно, чтобы дракона зачистить. А это 4 маны. Но ему нужно зачистить прям все, кроме 5-4. Ну да, с дальней лягушкой он вряд ли разберется. Ну, здание ему можно не зачищать, оно не влияет на ситуацию. Да, это колода, которая в определенный момент потеряла стол полностью и смогла восстановить контроль над ним. Ага. Ой-ой-ой-ой, сейчас может быть опасно, кстати. Но не так. Ну, вообще да. Тут как бы было очень на И рандом. еще один гнев. Ну-ка. Да, гнев-то, что он ничего не сделает. Но все равно, Лягушка видишь, тоже противник делает. умирает. Но вот, кстати, потеря этого контроля стола, вряд ли бы я его уже восстановил. Давай посмотрим, что там в колоде. Тритон. Ну, кстати, там еще 3 тритона, ни один не зашел за все 24 карты. Я считаю, это очень мощный поединок. Спасибо тебе, Артем, за колоду. По статистике у нас получилось сколько? 2-2, да? Да, Две победы, 2 2-2. поражения. Но я считаю, эта колода все-таки себя проявила, по крайней мере, в последней битве так, как она может играть. Еще и против красных, но очень сильно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будьте с нами. Спасибо Да. за просмотр. До новых встреч в новых видео.